Мужчины, здравствуйте! Меня зовут Алла. Всех гостей, моих подписчиков приветствую у себя на канале. И сегодня давайте такую тему посмотрим, как какая женщина решила на вас устроить охоту. Может быть, она просто в вас влюбилась, а может быть, решила вами как-то поуправлять или поманипулировать. Вот давайте это и посмотрим. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал. Ставьте этому видео лайк и выбирайте свой вариант. Кому не нравится, что я снимаю несколько вариантов, не смотрите. Кому нравится, смотрим. Итак, выбираем первый вариант и второй вариант. Смотрим единичку. И здесь открывается сигнификатор шестерка чаш. Но сейчас женщина по первому варианту может очень так мило к вам проявляться. Сейчас мы посмотрим, какие тут отношения. Но вот первое впечатление про то, что эта женщина может вести себя очень так, знаете, активно, но ненавязчиво. То есть она всячески вам показывает, что она хочет продолжения этих отношений. Она всячески вам показывает то, что вы ей интересны, и то, что она заинтересована в продолжении вашего знакомства. Здесь, кстати, по этому сигнификатору может быть и новое знакомство, и может быть отношения, которые длятся несколько лет, но, например, вы поссорились, и сейчас у вас период, когда вы вдвоем думаете, как же помириться. Значит, смотрите, если у вас это... Так как это общий расклад, то я здесь озвучиваю все варианты, которые показывают карты. И карты в первом варианте показывают две истории. Значит, первая история – это новые отношения совсем-совсем, то есть когда вы буквально там пару раз ходили на свидание. И вторая история – это когда отношения здесь уже есть, они хорошие были, но вы здесь сейчас можете как-то либо разругаться, либо разъехаться, и сейчас между вами стоит такой острый вопрос, что вам пора мириться. Но никто не знает как. Женщина как-то так, знаете, не понимает, на какой козе к вам подъехать. Вы как-то так чешете затылок, тоже не в понимании, а что же дальше делать, вот как теперь мириться. То есть какая-то такая ситуация, знаете, которая впросак поставила вас двоих. То есть вы реально не понимаете, как теперь подъехать друг к дружке, на лошади или на осле. Если же это новое отношение, то здесь про то, что на свиданиях вы этой женщине или этой девушке, вы очень ей понравились. Ну вот реально она на вас запала. Но чем больше вы с ней виделись и встречались, тем ярче проявлялась какая-то несогласованность между вами. Это может быть разность взглядов, разных мнений на одну и ту же тему. Это может быть то, что она начала замечать, что вы как-то слишком разные люди, и ее как-то это немножко так напрягает. Ну типа, а вдруг мы не сможем найти общий язык? Вот мы только познакомились, и уже вот такое вылазит. А что же будет потом, если, например, мы там год будем встречаться или мы начнем жить? Поэтому, если говорить про новые отношения, то тут она как-то немножко так напряглась по поводу вас, хотя вы ей здесь очень нравитесь, и она тут на вас прям запала. Смотрите, здесь девушка, женщина, она здесь очень на вас активно настроена, кстати, серьезными намерениями. Значит, если мы говорим про ссору, здесь девушка точно никак не хочет от вас уходить. Здесь просто барышня такая, знаете, она здесь может быть очень упрямая, может быть очень принципиальная. Вот прям, знаете, такая вот, у меня есть картина мира. Если ты в эту картину мира не вписываешься, значит все, до свидания. Но при этом, как бы вы здесь очень сильно нужны на самом деле. И получается, что, знаете, как бы послать тебя не могу, потому что ты мне нужен. Я же тебя люблю, я же с тобой хочу быть. Но я же такая вся принципиальная, я же такая вся правильная. Может быть, она у вас, кстати, юрист, может быть, она у вас преподаватель. Ну, то есть тут такая, знаете, какая-то позиция, что вот мир в двух красках, вот только в белом и в черном. Все, других цветов нет.
И вот если вы тут как-то не так себя показали, как-то не то сказали, или там вы столкнулись своими разными представлениями о жизни, первое, что она делает по тузу мечей, это она рубит все. Типа все, я собрала чемоданы, или я там подаю на развод, или там все, как бы я тебе этого не прощу, хотя вы понимаете, что ну елки зеленые, ну как бы из ничего здесь раздули проблему. Так, что ты планируешь дальше делать? Хоть для новых отношений, хоть для тех, которые сейчас находятся в ссоре. Что ты планируешь сейчас делать? Ну, знаете, как бы здесь она будет стараться дать вам какую-то возможность проявить инициативу. Это значит, что первое, она не пойдет мириться, если вы сейчас в ссоре. Но она здесь будет искать какие-то такие, знаете, возможности, когда, ну, вот видите, по аркану дьявол. То есть по аркану дьявол, по колесу фортуны, это, знаете, как хитрить будет. Типа, я все равно тебя достану, я все равно тебя верну. Или, если это новое отношение, то она здесь думает, ну да, ты, конечно, мне не совсем подходишь тут со своим мировоззрением, но, блин, ну ты же классный, я же хочу, чтобы ты был со мной, поэтому я так не сдамся. Я тут буду как бы вот пробивать стены для того, чтобы все-таки мы с тобой нашли общий язык. Или же, ребят, здесь аркан дьявол все-таки выпал. У кого-то здесь отыграется женщина-манипулятор. Типа, я тебя, конечно, люблю, но... Я хочу, чтобы было так вот, как я хочу. Поэтому я буду тут всякими вот выходами, входами, я буду делать так, чтобы, знаете, как это, дудочка и змея. Чтобы ты как змея на мою вот эту дудочку реагировал и сделал то, что я хочу. Потом у кого-то тут, конечно, будет хитрюга редкая, такая, знаете, лиса-лисища. Значит, о чем здесь речь? Однозначно хочет мириться, если вы поссорились, но чужими руками. Здесь, если у вас есть общая знакомая, или вы хорошо общаетесь, ваша родственника, например, она здесь будет как-то, знаете, вот через них передавать вам какую-то информацию, типа про то, что она готова помириться. Ну, вот как-то вот в таком свете. Если у вас есть общая знакомая или друзья, она будет через них здесь передавать такую посылку, знаете, что вот как бы я готова к примирению. А чего ты сама не хочешь сказать об этом? Аркан императора, смотрите, король мечей, ничего себе, женщина тут, конечно. Ну, потому что я тут такая вся принципиальная. Она тут, видимо, себя как-то так повела, знаете, может быть, сказала все, развод, а теперь как бы вот, ну, как после такого сказать, слушай, давай помиримся. То есть она тут будет искать какие-то такие мостики, знаете, чтобы, ну, не обломаться, потому что, получается, она тут могла чемоданы собрать, послать вас, она могла сказать, все, там развод, подаем заявление, и тут бац, все, она уже успокоилась, и что теперь, привет, алло, давай помиримся, я просто там, ну, что-нибудь, что-то там психанула, да, вы здесь можете оказаться королем мечей, который типа, не, ну все, как бы так я не играю, сколько можно, то есть ты уже там 25 раз уходила, ну так уже уходи. Поэтому здесь она будет как бы пытаться вас всеми правдами и неправдами вернуть обратно. Так что, в принципе, тут достаточно хороший показатель. Главное, чтобы если вам эта женщина нужна, чтобы потом уже вы не брыкались. Здесь не идет, кстати, речь про измены, поэтому у кого были измены, первый вариант не для вас. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите, что у вас срезонировало, и смотрим второй вариант. У кого не срезонировал первый, посмотрите второй вариант. Так, четверка пентаклей. Ну, карта, скажем так, здесь тоже, видимо, про какие-то не сейчас ссоры, какие-то выяснения отношений. Да, вы тут разошлись, аркан. Отшельник – это про то, что вы сейчас точно не вместе. Здесь вы, каждый пошел своей дорогой. Здесь как-то каждый психанул, типа все, я ухожу в свою жизнь, мне это все надоело. Здесь, видимо, вы два импульсивных человека. Это про то, что, знаете, либо вы оба стихии огня, либо вы, в принципе, такие, даже если без привязки к знакам зодиака, то вы тут оба каких-то импульсивных человека. И здесь про то, что вы расстались, кто-то развелся официально, кто-то просто разъехался, может быть, вы в гражданском браке были. Здесь про то, что каждый из вас сейчас пытается как-то собрать себя в кучу. Знаете, как детали разбросали, а теперь вот эти детали нужно собрать.
и сделать из них теперь вот какую-то целую картину. Здесь женщина сейчас пытается привести себя в порядок, потому что что-то ее тут разнесло психологически очень сильно. Что с тобой сейчас происходит? Ну, здесь пытается наряжаться, пытается там красоваться в соцсетях, пытается навести порядок у себя на работе. Если, например, она там упустила какие-то возможности в работе, пока вот она с вами выясняла отношения, или там, не знаю, с клиентами какие-то начались проблемы, либо с доходами, вот пока она тут выясняла отношения, пока она тут страдала, то сейчас она очень активно включилась в это. Так, ну мужчин здесь нет. Здесь про то, что женщина на сейчас пытается вернуть себе себя. Назовем это так. Вам пока она не доверяет. Здесь, знаете, очень большой внутренний конфликт. С одной стороны, здесь человек понимает, что вам 100% надо расстаться. Что-то вы тут так насолили друг другу, знаете, вот наплевали в душу. И она понимает, что ну вот прямо сейчас, вот так, как оно есть, она не хочет с вами быть. То есть здесь нужно какое-то время. Смотрите, 4 мечей. То есть это про то, что она считает, что ей сейчас нужно время для того, чтобы прийти в себя. Для того, чтобы что-то переосмыслить, что-то осознать, от чего-то отказаться. Здесь такой подход, что нет, сейчас я не хочу с тобой говорить, сейчас я не хочу с тобой выяснять отношения, нет ресурсов, нет сил, нет желания. Сейчас она решила заняться своей жизнью. Здесь еще может быть такое, что когда вы расставались, она могла вам говорить, что там я жила для тебя, да сколько можно, теперь я начну жить для себя, я уже устала, чтобы жить там для себя, вернее, или для там семьи. Если у вас еще были дети, то здесь про то, что все, типа хватит, мне это все надоело, я вижу, что ты неэффективна, то есть я тут вся такая развалилась из-за тебя, вот из-за наших с тобой выяснений. Да, здесь женщина решила, что на сейчас она точно не хочет. Знаете, здесь, отвечая на вопрос, будет ли она за вами охотиться, нет. Второй вариант говорит нет. Если первый вариант да, то второй вариант нет. Здесь она сейчас прям сконцентрировалась на себе, на своей работе, на клиентах, на своем будущем. Здесь, кстати, могло сильно просесть у нее здоровье, что-то тут могло полететь сильно. И она для себя как-то пришла к выводу, что пока она не восстановит здоровье, вообще не может быть тут и речи ни о каких мужчинах. Тут, как бы, знаете, женщина на сейчас для себя решила все, закрыть все любовные истории. Она для себя здесь решила, что все, ни в кого не влюбляюсь, никого не ищу. Как бы своего мужчину она тоже отставила, типа все, сейчас я вообще об этом думать не хочу. Помните, как это Скарлетт О'Хара в «Унесенных ветром»? Я об этом подумаю завтра. Ну, вот здесь такая же история. То есть каждый раз, когда у нее появляются мысли, а что же будет там в наших отношениях, она себе говорит примерно так, что все, я об этом думать не хочу, подумаю когда-нибудь. Не хочет она тут никаких отношений, здесь нет желания гулять. Поэтому, ребят, если у кого-то из вас гулящая женщина, и после ваших расставаний она пошла налево и направо, то расклад не для вас, потому что здесь женщина не гуляет во втором варианте. Здесь она ушла в чтение книг, может быть, на какие-то тренинги пошла, на какие-то курсы. Здесь женщина сейчас занимается саморазвитием, копается в себе, в своих проблемах, может посещать каких-то специалистов, чтобы лучше разобраться в себе. Но все-таки, что у тебя на сердце? Вот чего же ты хочешь? Ну, смотрите, видите, сердце тут все-таки камень и лед. Аркан суд. Ребят, не знаю, чего это могли обидеть, но по аркану суд это про то, что вот вообще не сейчас. Вот типа не звони, не пиши, потому что это вообще не до тебя. Вот здесь так. Ну ты вообще готова хоть как-то когда-нибудь открыться? Да, в принципе, на будущее она готова открыться. Насколько это длительное будущее? Ну, ребят, так как это расклад общий, то я тут, конечно, вам не выдам какой-то один вариант, который подойдет для 1000 людей. Ну, здесь точно не скоро. Здесь на сейчас он даже думать не хочет ни о каком примирении. Мысль о том, что вы сейчас встретитесь, его просто, знаете, как вводит в какую-то агрессию, злость. То
То есть как бы здесь человек закрылся вообще от всех, не только от вас. Она закрылась от всех мужчин, в принципе. Она не хочет тут вообще сейчас никого. Тут даже, знаете, может быть такое, что она поссорилась со всеми подругами своими, там, либо сказала: все, не хочу ни с кем никуда ходить, все, как бы отстаньте все от меня. Здесь в сигнификаторе у нас что было? Вот, аркан Отшельник. То есть это про то, что вот аркан Иерофант, аркан Отшельник, это, может быть, начала ходить в церковь, может быть, начала заниматься йогой, какими-то восточными практиками, медитациями, типа все. Сейчас вот вообще не до мужчин. Поэтому, ребят, тут очень подвешенный вопрос. Очень подвешено отношение, потому что женщина на сейчас не хочет ни о чем вообще думать. Типа все, я устала, все эти мужчины меня достали, займусь пока собой, а дальше будет видно. Вот такой получился второй вариант. Так, двоечки, у кого отыгрался, отпишитесь, что у вас отыгралось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайки. Для записи на личную консультацию, на личное гадание, пишите мне по номеру телефона, он указан на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем хорошего дня и всем пока.